Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Как там поэт сказал: «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал». А все мастерицы-рукодельницы очень любят работать с наипростейшей геометрической формой квадратом. Известна эта техника с тех давних времен, когда тканей производилось очень мало, и они были слишком дороги. И даже самые маленькие лоскутики шли в дело. Работать с квадратиками – одно удовольствие. Наливай и пей. Ой, в смысле, шей до пари не будет пустой поры. Ой, опять не то. Шей до шей. А сегодня будем осваивать очень интересный вариант шитья из квадратов. Его еще называют шахматка по диагонали. Чаще всего этот узор используют как декоративную отделку в виде каймы. Для работы нужны полоски тканей разного цвета, но одинаковой ширины и длины, не меньше 50 сантиметров. У меня полоски шириной 7 сантиметров. Хоть все и кажется сложным, но сшить довольно легко и просто. Для начала просто сшиваем все полоски вместе в одно полотно. Соединяем по длинным сторонам. И уже здесь могут возникнуть непредвиденные сложности. Если мы шьем на обычной бытовой швейной машинке, то происходит следующее. Верхняя ткань вытягивается, нижняя припосаживается. Чтобы этого не произошло, пользуемся приставным столиком. Надо, чтобы ткани лежали ровно на одной плоскости с игольной пластиной. И когда шьете, старайтесь ткань держать ровно, иначе получается перекос изделия. Заготовку потом будем резать, поэтому строчку делаем мелкой и крепкой. Шили первые полосы, надо обязательно расправить швы, а потом уже пришивать следующую полоску. Когда шили между собой полоски, надо тщательно все проутюжить, подтянуть и расправить швы, чтобы ни 1 миллиметр не потерялся. А дальше все полотно надо разрезать на полоски шириной 7 сантиметров. Удобно это делать с помощью большой прозрачной линейки. Работаю я ножницами, так мне удобней. И еще по поводу припусков на швы. Я их заутюживаю на сторону более темной ткани. На светлой они могут просвечивать с лицевой стороны, и изделие будет выглядеть неопрятным. Припуски стараюсь заутюживать на одну сторону, так изделие получается более крепким, швы не расходятся. Не забывайте, что мы шьем все-таки из лоскутков ткани, а в процессе эксплуатации и после стирок швы – самое уязвимое место. Раньше мастерицы каждый шов дважды прошивали, да и стежка тоже добавляет крепости. Как видите, у нас получились полоски из квадратиков, а теперь нам надо их разложить, смещая на одну по отношению к другой на 1 квадратик. А теперь надо поочередно их сшить, не нарушая смещения. Здесь все квадратики одинакового размера. Можно спокойно их сшивать, углы должны хорошо совпасть. Но если боитесь, то можно места соединений сколоть булавками. При работе за швейной машинкой стараемся облегчать себе работу. Как можно больше шьем гирляндой. Сначала попарно, потом соединяем уже прошитые пары. Все детали смещаются одинаково на 1 квадратик, поэтому не имеет значения последовательность сборки. Самое главное – не перепутать направление, не забыть, в какую сторону идет смещение. Если шить гирляндой,
то весь процесс занимает гораздо меньше времени. Представляете, если бы каждый раз вам приходилось обрывать нитки и начинать каждый шов сначала. А так экономим время, нитки, нервы, деньги и силы. И тогда любое трудозатратное шитье вы будете делать в несколько раз быстрее. Когда дошили все полотно, его надо тщательно проутюжить с паром. Но старайтесь сильно ничего не тянуть. Утюгом работайте аккуратно. У нас появляются диагональные соединения, которые могут деформировать изделие. И смотрите, мы шили, смещая квадраты, и у нас с краев получаются торчащие углы. Для начала выровняем торцы полотна. Отрежем край под прямым углом и пришьем этот кусок к другому краю. Получается прекрасное полотно, в котором все квадраты находятся под углом 45 градусов. Теперь остается только срезать лишние уголки с одной и с другой стороны. В принципе, уже и в таком виде можно эту кайму использовать дальше. Украсить одежду, скажем, пришить ее по низу юбки или фартука. А можно сшить вместе несколько таких полосок. А можно еще немного увеличить размер. Взять полоски ткани под цвет темных квадратов и пришить с обеих сторон. С темной тканью это смотрится так. А если взять другой цвет, то эффект будет совсем другой. В общем, возможны варианты. У меня получилось очень интересное лоскутное полотно 30 сантиметров шириной и 1,5 метра длиной. Я в раздумьях, что лучше из него сшить. Поэтому прошу совета у своих зрителей, какие будут идеи. Сделать длинную декоративную салфетку на стол, оформить в подушку, сшить сумку-шопер или придумать набор для кухни, сделать декоративное панно или просто пока отложить в сторону и потом сделать из этой полоски кайму для лоскутного одеяла. Мне часто пишут в комментариях, что у них не хватает фантазии. Вот и у меня тоже не хватает фантазии. Поделитесь идеями. Напишите их в комментариях под видео. И кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!